Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомир. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ немецкая 9-го левела проходная прокачиваемая ветка Ваффеля. Waffen Trager Aus PZ-4, другими словами полное название. Вот, мы, конечно, обычно идем смотреть бронирование, да. Но в данном случае мы это посмотрим вот здесь. Бронирование корпуса. В лоб 80, по бокам 30, сзади 20. Нас рвут обычными фугасами, не то что там какими-то бронебойными, либо подколами, либо даже кумулятивными. У нас брони от слова нет совсем. И мы очень-очень сильно на данной ПТшке боимся арты. Потому что открытая рубка. Без брони. Переходим сразу смотреть основные модули. Вот здесь куча у нас пушек, все они 10-го левела. Открываю стоковую, открываю вот такую вот топовую и открываю топовую, которая идет на гриля. Давайте разбираться, что с ними. Среднюю пушку там даже смотреть не будем. Альфа, во-первых, здесь 490. Нищее пробитие на голде, да. Пушка заряжается быстро, 10 секунд. Точность неплохая, 0.35, но 2,1 секунда. И это сток, вы начинаете играть на этой пушке. Дальше у нас есть пушка топовая, которая вот поверху идет, вот эта, да. Вот она. Здесь уже альфа офигенная, 750. Бронепробитие 246, 334. На голде 17 невероятных секунд, очень долго заряжается, да. Точность кусок говна 0.38 в сравнении со стоком. Вот, и время сведения тоже такое, 2,5 секунды. И есть пушка вот эта, которая на гриля идет топовой 10-го левела, с альфой меньше 560, чем на топовой по другой ветке, больше зато, чем на стоке. Бронепробитие, внимание, на основном типе снаряда, если вы не хотите тратиться на голду, пожалуйста, 276. Либо на голде невероятные 352. Вот, заряжается комфортно, 11,6 секунды. Посмотрите, какая точность. 0.33, здесь 0.35, здесь 0.38. И время сведения, как на стойке, очень быстрый, комфортный, 2,1 секунда. Мало того, на этой пушке и на этой, если их сравнивать, здесь снаряды летят комфортно и быстро. Здесь они там... К этим снарядам, скорости полета снаряда еще и привыкать надо. То есть, чтобы дать альфу в 750, ну это жесть. Поэтому, господа, когда вы начинаете играть на стоковой пушке, вы сразу переходите вот на это орудие. Про эти две пушки вы забываете раз и навсегда, и даже не пытаетесь на них играть, потому что говно. Обязательно, поскольку вы кустовая ПТ, САУ снайперская, вы качаете себе топовую рацию. Чтобы занимать быстрее позиции, 400 лошадей на топе, 360 на стойке. Плюс 10% подвижности вам даст двигатель. И плюс на месте крутится топовая ходовая. 36 градусов против 32. Плюс 4 градуса в секунду. Это важно. По полевой модернизации. Я еще не качал, но предвижу следующее. Прочность, сохранение наборной скорости. Все это круто. Все это круто. Но вот этот вот момент нам наиболее важный. Облегченная ходовая, чтобы плюс 5% к скорости поворота ходовой. Вафля, она такая на месте немножко кволка. Я не знаю даже, как правильное слово подобрать. Вялая. Вот здесь, что у нас? Открываем орудие. По четвертому блоку. У нас точность 0.29, время сведения 1.93. Время сведения уже комфортное. Даже если оно чуть-чуть вырастет, ничего страшного. Берите отстройку параллакс на точность. 0.28. Господа, 0.28. В пятом блоке к незаметности после выстрела, к обзору. К незаметности после выстрела делаем вафлю еще незаметнее. А почему не стали ставить штанговый перископ? Когда дойдем до оборудования, сами все поймете. Дальше что мы? От размера круга сведения. Это важно. От времени заряжания. В принципе, у нас
комфортное время заряжания. А вот сузить, так сказать, круг сведения будет вполне себе неплохо. И мы себе делаем точность, ребята, 0,26. Ну вы понимаете, да? Во все уязвимые, ослабленные места по броне врагов вы сможете реально попадать. Здесь что мы берем? А здесь мы берем на разведку. На разведку. На разведку. И соответственно переставляете тогда вот так. О, добро. На разведку и вот так. Далее. Далее. Давайте все это мы закроем. Пока. По оборудованию. Обязательно досел. Обязательно прицел для лучшей точности. И обязательно не просветленную оптику, а ставим стереотрубу, чтобы мы сами себе могли светить. И не только себя, а еще и нашим союзникам. Тем самым получая дополнительно ассист по засвету. По снарядам. У нас основной это ББХ летит 1200. Голда у нас под калибр летит 1500. Вы представляете скорость полета? 1500. А учитывая нашу точность, ну нифига себе. Снаряжение, ремка, аптечка, огнетушитель. Я поставил доппаёк, чтобы еще сильнее раскачать возможности данной ПТшки. Давайте пробежимся быстренько еще раз по характеристикам. Углы вертикальной наводки у нас минус 5. Но это если вы целитесь передом. Если вы разворачиваетесь попкой, что называется, ствол свешиваете. Я вот, честно говоря, даже не помню, сколько там, но как минимум минус 10 точно есть. Вот, а то может, по-моему, даже и больше. Потому что сзади и по бокам вот здесь углы вертикальной наводки у нее очень комфортные. Вот, кстати, ДПМ вырос до 3400 практически. По ХП мы, ну, на тоненького, хоть она и кустовая, и без брони, но в целом 1600 это вполне себе неплохо. Вот, а ХП нам пригодится, потому что рубка открытая, нас будет часто стараться фокусить арта, потому что нас легко пробить и нанести нам много урона, что каждый артовод желает. Вот, по мобильности 38 вперед, 12 назад, 14 лошадей на тонну, да, мобильность это не наш конек. Наш конек где-нибудь занять в кустиках позицию и отстреливать врагов по засвету своих союзников. По незаметности 31%, перк незаметности у меня вот качается у двух еще членов экипажа, где-то процентов 34 по-любому добиться можно. По обзору на стереотрубах у нас 509 метров, почти 510. Так что мы можем себе светить, как я уже говорил, и нашим союзникам. По сильным сторонам, по плюсам, это пушка. Это есть УВН вот с этих трех сторон у нас, сзади и по краям. Это плюс. Быстрейшие снаряды, лютейшее пробитие, особенно на голде. Комфортная альфа в 560. Вот, все есть. По пушке это просто монстр. Вот, по плюсам дальше. Хорошая незаметность. Раз. В целом достаточно хорошее количество ХП. На стереотрубах у нас большой обзор. По минусам, по сути, у нас получается только подвижность. Так что это пушка без подвижности. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, на что, собственно, вафля способна. Так, господа, у нас обзор боя ПТ-САУ немецкая 9 левела. Вафля, Waffentrager Aus PZ-4. Полное наименование. Попали к десяткам, к восьмеркам, мы в середине списка. Тяжей много, поедем направо. Тяжей фармить. Разгоняемся, если это можно так назвать.
2 арты. Это для нас очень плохо. Мы крайне не любим арту. Открытая рубка, у нас брони вообще нету. Каждый выстрел по нам это будет очень-очень больно. Пока знак пенетрирует. 1200. $1700, господа. Вафля. Люблю эту пушку. Проехала. Бесплатно. Хорошо. 705-го просто изничтожили. Объезд бесплатно сейчас проехал. Все, поиграл. Хорошо. Ребят, 3К. Ну разве это плохо? Повернись. Не хочет. Или... Все, наигрался. Хорошо. 3500. Добро, Е4 отходили. Очень странно, что до сих пор арта нами не заинтересовалась. Вот это непонятно. Ой, хорошо, ИСУ-М вложили. Ребят, 4К. Продолжаем пенетрацию. У нас, правда, зеленка просрала все, что могла. Нас сейчас с другого фланга будут пенетрировать. Надо готовиться к этому. Вопрос. Так, Сорчар Футура светит. Как только он сдохнет,
Бой проигрышный, но сами видите, вафля пушка топовая, именно топовая. Все, тут больше атаки не будет. У нас атака будет другого теперь месте сейчас. Готовим гнездо, еще пару тычек дать и в ангар пойдем. Как я и говорил. Ты что там удумал? Вот это мы боимся, это больно. Броня не побрита, это как-то. Он тупой. Пробили. Очень жалко. Сайсэ нас таранят. Таранят, да. Ой, еще дали. На. Долго они меня убивали. Ребята, 7к почти. На вафле против десяток. 6775. Как вам? Да. Знатно постреляли. У них тяжи, конечно, туповаты были, исполняли вообще какую-то дичь. Но вафля на топовой пушке. Ай-яй-яй, хороша. Хороша. 103 тысячи даже начислили. Вот, да. Мастера не дали, гля. Это сколько же надо на вафле настрелять, чтобы мастера дали? 6775. Я убил треть хп команды выбил. Да, один танк убил, но выбил треть хп всей вражеской команды. А мне вот дали первую степень. Да, первую степень. Позора. Мастера за столько урона. Жмоты, картошечка. Ребята, вафля приятная машина, но на ней всегда нужно правильно выбирать позиции. Чтобы было где и спрятаться, заныкаться, пострелять, отъехать, пострелять. Пишите, у кого есть вафля, ваши комментарии, какой вы используете оборудование. Я поставил все на пушку, плюс максимальный обзор, да, стереотрубы. Сейчас многие скажут, хейтеры, да, танковые, скажут, какие стереотрубы надо ставить просветленку. Я считаю, что на стереотрубах она играется лучше. Это вафля, это вам не Скорпион G, там, к примеру, да. Вот. По пятибалльной системе четверку, прям, твердую четверку вафля заслуживает. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, приходите на новые обзоры. Я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.